Здравствуйте, друзья! Сегодня представляем вашему вниманию антирейтинг самых бесполезных, на наш взгляд, упражнений в тренажерном зале для новичков. Итак, упражнение номер 1. Я не знаю, как оно называется правильно, но часто его делают именно тяга одной рукой, сидя на корточках в кроссовере. Особенно смешно это выглядит, когда это делают девочки, или просто начинающие люди. С какой целью его делают, я не знаю. Наверное, хотят сделать очень красивую, широчайшую. Но почему оно самое бестолковое, самое бесполезное? Во-первых, оно очень-очень неудобное. Сидеть на коленях, на корточках, это максимально неудобно и не имеет глобально никакого смысла, в отличие от классической техники на нормальном тренажере на сидении. Во-вторых, оно нифига не энергозатратное, оно не приведет никаким изменениям в вашем теле. Ни массы не даст, ни похудения. Имеет оно место быть только, возможно, у какого-то числа спортсменов, которые прям уже готовы к соревнованиям. Им надо... болит. Вот. Еще и плечо болит, кстати. Оно небезопасное, потому что плечо... Вот подними руку, Андрей, покажи еще разочек. Оно, получается, как выдергивается из плечевой сумки, суставной, вернее. Очень некомфортно. Поэтому его надо делать либо с очень легким весом, что является для начинающих, опять же подчеркиваю, для начинающих бестолковым занятием, вот с низким КПД. Да, то есть либо легкий вес, либо оно будет небезопасным. Итак, первый топ в нашем антирейтинге. Тяга одной рукой, сидя на корточках в кроссовере. Поехали дальше. Итак, номер 2 в нашем антирейтинге упражнений бесполезных для начинающих. Подчеркиваю, это сведение ног в тренажере. Особенно, когда тренера, очень умные в кавычках, пишут 3 подхода по 20-30 повторений. Сидит эта девочка, бедолашка, тратит огромное количество часов времени на то, чтобы якобы подтянуть и улучшить свою внутреннюю поверхность бедра. При этом оно не энергозатратное, не энергоемкое. То есть приводящая мышца, которая задействуется, она вот такая вот, в принципе, тонкая. То есть фигура не меняется, калории не сжигаются, тело не трансформируется. Единственное, где имеет место быть это упражнение, это либо в начале для разминки, как мы показывали в более ранних выпусках, разведение, сведение, разгибатель, сгибатель можно сделать в плане разминки. Либо в конце, после тренировки ног, также можно сделать такую себе заминку. Во всем остальном можно использовать более интересную и эффективную альтернативу. Как более эффективная альтернатива, лучше использовать приседания сумо. Также задействуется приводящая мышца, также задействуется внутренняя часть квадрицепса. Гантельку можно держать как удобно. И сама по себе энергозатратность будет гораздо выше, что приведет к более быстрой трансформации вашего тела. Итак, третий вариант в нашем антирейтинге. Но не подумайте только, что я хочу захейтить это упражнение. Оно классное, но очень часто для начинающих, особо продвинутые, особо одаренные инструктора дают его в такой технике, как бы я сказал, предсоревновательной или более продвинутой, чтобы, не дай бог, опять же, у начинающего не заработала трапеция или еще какая-то мышца. Подчеркиваю. Максимальная тупость. Человек начинающий, ему наоборот надо в единицу времени задействовать максимальный мышечный объем. Да, Андрюха? Конечно. Побольше. Объемчик. Раз. 2. Как альтернатива. Пусть работают трапеции, пусть работают дельты в полном объеме. Пусть будет больше кровонаполнения. Опять покажи, как не надо делать. В таком же варианте калорий сжигается в 2 раза меньше. Опять той же девочке, особенно начинающей, ей бояться о том, что она что-то перекачает, не дай бог. Так просто будет проходить долго и нудно, и она очень нескоро в зеркале увидит трансформации своего тела. Поэтому подчеркиваю, то есть не само упражнение, а именно это фитнес-техника для фитоняшек, которую дают начинающим, опять же, непродвинутым спортсменам. Номер 3 в нашем антирейтинге. Следующее упражнение в нашем антирейтинге – это изолированная прокачка бицепса. Почему ее любят молодые парни? Как правило, девчонок это меньше касается. Во-первых, конечно же, изолированно бицепс чувствуется хорошо, целевая зона работает классно. Но в чем его проблема? Как я уже сказал, изолированно энергозатратность будет гораздо меньше. Второе, риски травмировать себя, а особенно у молодых дури много, можно травмировать себе сухожилие. Ну и в-третьих, как я говорю, все тело стоит, отдыхает, то есть бицепс чувствуешь, тело как бы... Я в детстве тоже делал такую ошибку, год проходит, в зеркале изменений 0. Ни в бицепсе, ни во всем остальном теле. Лучше использовать альтернативный вариант для начинающих.
Лучшая альтернатива изолированного упражнения на бицепс для начинающих. Для молодых парней будет бицепс с гантелями стоя. Каждая рука работает независимо друг от друга. То есть если была диспропорция правой-левой, она немного нивелируется. Вот, да, можно выполнять поочередно, можно сконцентрироваться на технике, плюс возможен небольшой читинг. Для молодых парней это нормально, все тело наливается, вся энергия запускается, трансформация получается более эффективной и быстрой. Если же начинающий спортсмен, он может быть и более возрастным, можно делать то же самое, но сидя, так сказать, изолируя спину. Но все равно работа на каждую руку будет гораздо более эффективной, чем изолированная, например, на скамье скотта или, как мы показали, в бицепс-машине. Вот, также небольшой замах снизу допустим, но тогда отслеживаем, как мы и раньше говорили, негативную фазу. Альтернатива – это гораздо лучше, чем то, что было до этого. Для начинающих. Упражнение в сегодняшнем антирейтинге – это шраги. Неважно, с гантелями или со штангами, опять подчеркиваю, для начинающих. Само по себе упражнение, конечно, бомбезное, каждому хочется мощный загривок, но на фоне того, что у начинающего все остальное еще отстает, и тратить время, опять же, на какую-то отдельную часть, которая в общем и целом ваш торс не формирует, это не совсем логично, поэтому это упражнение на последнем месте. Лучше использовать для начинающих достойную альтернативу, сейчас покажем. Лучшей альтернативой, на наш взгляд, для начинающих будет вот такая вот протяжка. Трапеции включатся ничем не хуже, чем в шрагах, но вы сюда еще добавите дельты, низ трапециевидных. Здесь работает вверх, в принципе, весь плечевой массив, даст хорошее кровонаполнение, больше затрата калорий, то есть быстрее трансформация тела. Также будут работать хорошо и предплечья, и бицепсы, как я уже сказал. Больше мышечных массивов, быстрее трансформация. Мы уверены, что у вас будут, конечно, много вопросов. Кто-то будет согласен с нашим антирейтингом, кто-то будет не согласен. Присылайте свои вежливые комментарии, потому что на невежливые уже достали, также будем отвечать. Вот. Я уже не в майке, я в футболке. Да, это для, он знает для кого. А еще можете представить свои бесполезные упражнения, на ваш взгляд. Нам будет интересно ваше мнение. На сим мы сегодня попрощаемся с вами. Мы благодарим клуб Orange за предоставленную возможность для съемок нашей передачи. Да, и ожидайте следующий выпуск. Естественно, должны быть и полезные упражнения, которые, на наш взгляд, будут для начинающих самыми важными. Поэтому до новых встреч!